И так Инанна движется по лабиринту, и с каждым порогом, с потерей своих украшений, своих атрибутов власти, она становится все более смиренной. Когда она приближается к сердцевине лабиринта, к месту тьмы, к месту, в которое долгие годы была отброшена ее теневая сущность, где мы храним все то, что порицаем, отрицаем в себе, где мы встречаем чудищ, монстров и то, что не хотим видеть, то, чем брезгуем. В этом месте мы обнаруживаем себя смиренными, обнаруживаем эту часть сознания, которой была Инанна, нашего сознания, обнаженной и тихой. Только так мы можем войти в этот храм, наш внутренний глубинный храм, и встретиться с тем, что нас ждет. Инанна входит в тронный зал, и судьи подземного мира объявляют смертный приговор ей. Эрeshkigal смотрит на нее взглядом смерти, и Инанна падает замертво. Она превращается в кусок гниющего мяса, который подвешивают на крюк в центре тронного зала. Это самая темная, самая тяжелая часть этой истории. Истории, в которой сознание увядает. Оно чувствует подвешенность, оно чувствует разложение, гниение. Все, что было живым, становится мертвым. Три дня и 3 ночи не возвращается Инанна. 3 дня и 3 ночи она проводит в этом темном пространстве своей сестры Эрeshkigal. За это время на земле все начинает увядать, и ничто не может родиться без богини плодородия. Ниншебур, ее верная помощница, надевает белые одежды и бьет в барабаны. Ниншебур идет за помощью к великим отцам, 3 великим богам.
Она приходит к богу Ану и просит его помочь своей дочери, богине Инанне, которая попала в подземный мир и не возвращается оттуда. Но бог Ану говорит: Инанна была слишком высокомерна. Она сама выбрала этот путь. Я не буду ничего делать. Тогда Ниншебур идет к богу Энлилю и говорит ему: отец, твоя дочь в большой опасности. Она не возвращается из подземного мира. Но бог Энлиль тоже отказывает ей в помощи. Он говорит: Инанна, что она хотела? О чем она вообще думала? Так и мы в это тяжелое время можем обращаться за помощью к разным богам, к разным способам мыслить, способам видеть, к разным авторитетам, и можем получать отказ. Кто-то остановится на этом, но кто-то продолжит идти и искать помощь. И придет к первоистоку, как приходит Ниншебур к богу отцу Энки, богу мудрости и подземных вод. Бог Энки пребывает в бездне Апсу. Это бездна, из которой рождается все живое. Бог Энки – великий творец и мудрец. Он внимательно слушает Ниншебур и отвечает ей: «Дочь моя, я волнуюсь. Что с ней?